Майнкрафт 1.21 уже вышел, и в этом видео мы исследуем абсолютно все. Телепортируемся в ад, взбираемся на бедрок и летим сюда. Я здесь разбился пару минут назад, подбираем мои лучшие вещи. Строим портал, не забываем про кротовую нору. Я появился в какой-то пещере в 50 тысяч блоках от дома. Нашел я хорошее местечко, виды здесь потрясающие. Чтобы было интереснее выживать, начнем все сначала. Убираем все вещи и забываем об их существовании навсегда. Координаты эндер-сундука я даже не записал, как вернуться домой пока неизвестно. Всем привет, я Тигруша, и это новые приключения. Дворец испытаний, жди меня. С деревни нас разделяет небольшой каньон. Голод на исходе, блоков нет, но я добрался и поспал. Видно, дом основал фиксплей, рубим деревце. Лутаем сундук с едой и цветочками. Крафтим верстак, палки, кушаем хлеб. Рубим березу. После фиксплея нельзя упомянуть о фиксае. И заберем один лук-батун. О, пещера нам нужна. Каменная кирка, топор и уголь. Изумруд. Наша первая железка, куй железо и первая железная кирка. Привет, щит и ведро. Забираем изумруды, спускаемся в пещерку. Дамы и господа, а Вардена не хотите ли? Лично я не очень. В меня стрельнул скелет, и я увидел поблизости спаунер. Лут здесь неплохой, забираем особенно бирку. На дворе 627 день, интересно, сколько у меня всего уйдет дней. С Варденом встречаться я не хотел, но по приколу его заспаунил. Я продолжил свое путешествие, и больше всего мне хочется найти дворец испытаний. Вокруг меня одни горы, одну из самых высоких точек я покорил. А еще разобрался с крипером. Поблизости я нашел еще одну деревню, поспал и скрафтил себе железную броню. Спустился в местную пещерку, взорвал крипера другим крипером, спустился ниже и оказался в заброшенной шахте. В ней я добыл много полезных ресурсов. Скрафтил золотое яблочко, был уже на краю, но не сдался и продолжил искать дворец испытаний. Та самая новая генерация, но подробнее о ней мы поговорим немного позже. Первые алмазы. Спустился я достаточно низко, как раз на те координаты, где должен появляться дворец. Но выкопался я совсем не туда. Благополучно развернулся и отправился искать дальше. Но что-то пошло не так. Я развернулся еще раз и выкопался в какую-то пещеру. Однако, похоже, это меня преследовало. Я снова выкопался куда-то, и на этот раз снова Deep Dark, и даже правильнее сказать город Вардена. Но меня это не интересует, я выбрался наружу и отправился плыть к себе домой. По пути я встретил милого песика. Привет, мой первый друг. Я не знаю, как его назвать, может быть, у вас будут идеи. Вместе мы отправились плыть, и плыли мы достаточно долго. Похоже, я был на каком-то материке. Спустя время мы с собачкой нашли большой остров. Позже я нашел озеро лавы, немного заруинив, я сделал портал в Незер. Выбил кремень и поджег портал зажигалкой. Далее состоялась успешная охота на эндерменов. Я вернулся за моим новым другом, и вместе мы выбрались за бедрок. Оттуда оставалось всего пробежать 6000 блоков. Хотя еда в конце заканчивалась, но мы справились. Это заняло всего 15 минут, и вот я уже дома. Дом, милый дом. Путешествие получилось очень классным, но я не хочу терять времени, пора выполнить нашу основную цель – найти дворец испытаний и обчистить его. Я могу случайно копаться где-то ниже нулевых координат по Y, а точнее от минус 20 до минус 40 координаты и случайно выкопаться прямо к нему. Но копать не придется очень долго, ведь этот мир был создан первый раз на версии 1.20. Потому те места, в которых я уже был, не смогут обновиться. Эта информация вам ни к чему, ведь мы поступим умнее. Я нашел в своей деревне картографа. Сейчас мы выкупим у него карту, которая покажет, где находится один случайный дворец. Но по пути что-то пошло не так, и моя элитра немного перестала работать. А еще я взял все свои вещи из эндер-сундука. Теперь я частично в незаритовой алмазной броне с сильным мечом. Я прокачал картографа, и вот та самая карта, которая нам нужна. Я починил элитры и собрал необходимый ресурс, и отправился по карте на северо-запад моего мира. Очень быстро я прибыл на место и начал копать под себя. В любом случае тотем меня защитит, да и у меня хорошая броня и ведро воды с собой. Сначала я выкопался к аметистовой желуде, а затем и к самому дворцу. Меня встретили пауки, и я знаю один секрет. Сейчас расскажу. Спидран по дворцу испытаний, поехали!
Сначала уничтожаем всех мобов, которые у нас на пути. С их спаунеров выпадает много плюшек, но больше всего нас интересует ключ испытаний. С его помощью мы открываем хранилище. Вот здесь уже поинтереснее, в нем содержится много наград. Самое вкусное — это изумруды и алмазы. Зловещая бутылка, золотое яблоко, ветровой заряд, золотая морковь, арбалет, книги, броня, отделка ось, новая пластинка, узор флага вихрь и трезубец, который является самым редким. Фух. Теперь, хотите узнать, как я безуспешно провел 30 дней в дворцах испытаний? Не совершайте мою ошибку, друзья. Я это понял только сейчас, рассказывая вам. Но сначала я забыл упомянуть, что во дворце испытаний много других плюшек. Ломая вазу, с нее выпадают кирпичи, и с небольшим шансом может выпасть железо, изумруд и ключ испытаний, да и другие прикольные штучки. Также есть бочки, самое вкусное в них, что я находил, это эндерперлы. Но и других наград там тоже много, например, железный топор на эффективность 2. Во дворце встречаются еще и сундуки, но у меня они были в основном пустые. Что касается моей ошибки, больше всего меня интересовал новый предмет булава. Для его получения необходимо сразиться с новым мобом вихрем и выбить стержни вихря, а также получить навершие булавы. В них-то и была моя проблема. Их можно получить только из зловещего контейнера, который открывается зловещим ключом испытаний, который в свою очередь выпадает из зловещего спаунера испытаний. Фух, сейчас объясню. Зловещий спаунер испытаний — это вариант обычного спаунера, выдающий более ценную добычу и призывающий усиленных противников. Обычный спаунер испытаний может превратиться в зловещий, если подойти к нему с эффектом знамения испытаний. Его заполучить легко, он либо содержится в бочках и вазах, или в обычном хранилище. Или его можно выбить с разбойников с флагом, так я и сделал. Как только мы подойдем к обычному спаунеру испытаний и выпьем зелье, мобы мгновенно усилятся. После того, как мы победим, нам с 30% шансом выпадет зловещий ключ испытаний. Он нам и нужен, чтобы открыть зловещее хранилище. В среднем во дворце их где-то 5. Отличить от обычного хранилища их легко. Они особенные, с красным оттенком. Берем тот самый зловещий ключ испытаний, кликаем правой кнопкой мыши и... навершие булавы мне не выпали. Шанс их выпадения 7,5%, и чтобы их добыть, я потратил 30 дней. В этом дворце я открыл абсолютно все контейнеры, но ядра мне не выпали. И что делать в такой ситуации? Я слышал, что дворцы испытаний перезагружаются через 30 минут. Я подождал и попробовал залутать снова, но ничего не вышло. Можно сказать, и ждать не пришлось, ведь пока ты залутаешь последнюю комнату дворца, первая уже будет почти готова. Так и было. Зловещие спаунеры испытаний обновились. Я расправился со всеми мобами, но зловещее хранилище не обновилось. В чем причина, я тогда не знал, но вместо того, чтобы выяснить все сразу, я отправился на поиски нового дворца. Вновь прокачал уже нового картографа, нашел новый дворец и зачистил его. Зловещее хранилище можно было открыть, но навершие булавы мне так и не выпали. Я не хочу тянуть, но дальше было самое интересное. Я вернулся в первый дворец, еще раз эффектно зачистил его, и каким-то образом часть зловещих контейнеров вновь обновилась. Я их смог открыть, но то самое мне не выпало. Я вернулся в новый дворец, повторил схему, но безуспешно. Правда говорят, что если есть цель, не нужно сдаваться, нужно достичь ее. Я поторговал уже с третьим картографом, он продал мне карту с местоположением нового дворца испытаний. Я нашел его и... нет, ничего не выпало. Уже прошла неделя, как я начал записывать это видео. Еще в первом дворце я решил сам с собой поспорить, что я добуду раньше, 10 зловещих ключей испытаний или булаву. 10 ключей в итоге я добыл раньше. Тогда я решил вновь поспорить, что получится добыть раньше, 50 уровень или булаву. Я был уже очень близок к 50 уровню, но все же спустя почти 50 дней с начала этих приключений... Стоп! Я позвал Вову, он пришел ко мне, успел отбить заряд вихря и тем самым победил его. Не дуйся, называется это новое достижение. Если я не мог открыть зловещее хранилище, то Вова мог. Он новый игрок, и дворец как бы ему разрешал. Получается, в нашем распоряжении появилось где-то 15 новых зловещих хранилищ, в 3 вместе взятых дворцах испытаний. Так Вова открыл несколько хранилищ, но оттуда ничего не выпало. Мы решили проверить один лайфхак от Неркина. Подождали, когда здесь высветится навершие булава. И когда она появилась, Вова тыкнул по ней ключом. И знаете что? Она выпала. Я сразу сделал булаву. Только с помощью Вовы мне удалось получить это 50 дней спустя. Уже в другом дворце нам удалось это повторить. Этот способ рабочий, но не всегда. Мы протестировали, как она бьет, и бьет она очень сильно с высоты.
Сейчас 680 день, я все-таки добил 50 уровень и хочу вам кое-что сказать. Не сдавайтесь, идите к своей цели, несмотря на все препятствия, которые у вас будут на пути. Идите к своей цели, вы справитесь, как справились мы. Но есть одно но. Будьте внимательнее. Если бы я сразу прочитал, что зловещее хранилище игрок может открыть только один раз, я бы не потратил столько времени впустую. Но я получил ценный опыт, а еще много ресурсов. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, вам здесь будет интересно.